это одна из сложных тем. Как пишет Виноба Бхаве, карма очень необходима для того, чтобы мы могли понять состояние наших умов. Мы можем устранить наши недостатки только тогда, когда осознаем их. Если мы не будем знать о них, все усилия по прогрессу и росту сойдут на нет. Карма означает действие, обязанность, поступок, деятельность. Карма – это вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания или удовольствие, наслаждение. Карма лежит в основе причинно-следственного ряда, называемого самсарой или сансарой. Самсара – философское понятие переселения душ в индийских религиях и используется в основном для понимания связей, выходящих за пределы одного существования. Для верующих этот термин относится к духовному принципу причины и следствия, часто описательно называемому принципом кармы, в котором намерение и действие индивида – причина, влияют на будущее этого индивида следствие. Добрые намерения и добрые дела способствуют хорошей карме и более счастливым перерождениям, в то время как плохие намерения и плохие поступки способствуют плохой карме и плохим перерождениям. Для верующих понятие кармы тесно связано с идеей перерождения, особенно в индуизме, буддизме, джайнизме и сикхизме, а также в даосизме. По сути, карма в настоящем влияет на будущее человека в текущей жизни, а также на характер самсары. Понятие кармы уходит своими корнями к ранним Упанишадам, по которым все живые существа несут ответственность за свою карму, свои действия и их последствия, и за свое освобождение из круговорота рождения и смерти самсары, сансары. Как указывал Махариши в Махеш-йоге, проблемы или успехи, все они являются результатом наших собственных действий. Карма. Философия действия заключается в том, что никто другой не может дать мир или счастье.
Собственная карма человека, его собственные действия ответственны за то, чтобы прийти и принести либо счастье, либо успех, либо что-то еще. Что посеешь, то и пожнешь. То, что мы сделали, результат этого приходит к нам будь то сегодня, завтра, 100 лет спустя, 100 жизней спустя. Итак, это наша собственная карма. Убийство – это грех. Убийство – это грех в любой религии. Кто бы ни согрешил, кто бы ни был убит, это не имеет значения. Это грех. А грех – это наказуемое преступление, потому что, когда вы грешите, когда вы убили какого-то человека, вы тем самым убиваете космический потенциал внутри индивидуума. Индивидуальное – это космическое. Индивидуальный потенциал жизни – это космический потенциал. Индивидуум божественен глубоко внутри. Трансцендентный опыт пробуждает эту божественность в человеке. Когда вы убиваете человека, вы лишаете его возможности воспользоваться своими человеческими правами. Как говорится в Брихадараньяке Упанишаде, в зависимости от того, как человек действует и как он себя ведет, таким он и будет. Человек хороших поступков станет хорошим, человек плохих поступков – плохим. И также указывается, что человек состоит из привязанности, желаний. И какова его привязанность или каково его желание, такова его воля. И какова его воля, таков его и поступок. И какое бы деяние он не совершил, это он и пожнет. Принцип или теория или закон кармы, как причинно-следственной связи, гласит, что совершенные действия индивида влияют на индивида и жизнь, которой он или она живет, и намерения индивида влияют на индивида и жизнь, которой он или она живет. Бескорыстные действия или непреднамеренные действия не имеют такого же положительного или отрицательного кармического эффекта, как заинтересованные и преднамеренные действия. В буддизме, например, действия, которые совершаются, возникают или происходят без каких-либо дурных намерений, таких как алчность, считаются несуществующими в кармическом воздействии или нейтральными по влиянию на индивида. Еще одна характеристика причинно-следственной связи заключается в том, что хорошая карма производит хороший эффект на человека, в то время как плохая карма производит плохой эффект. Этот эффект может быть материальным, моральным или эмоциональным, то есть карма человека влияет как на его счастье, так и на несчастье. Действие кармы не обязательно должно быть немедленным. Действие кармы может проявиться позже в текущей жизни человека, а также оно может распространиться на будущей жизни. Последствия чьей-либо кармы могут быть описаны в двух формах. Это видимый или невидимый эффект. Карл Поттер и Гарольд Ковард предполагают, что кармический принцип также можно понимать как принцип психологии и привычки. Карма порождает привычки, а привычки создают природу человека. Карма также порождает самовосприятие, а восприятие влияет на то, как человек переживает жизненные события. Как привычки, так и самовосприятие влияют на ход жизни человека. Избавиться от вредных привычек нелегко. Это требует сознательных кармических усилий. Каждое действие имеет последствия, которые будут иметь место либо в этой жизни, либо в будущей жизни. Таким образом, морально хорошие поступки будут иметь положительные последствия, в то время как плохие поступки приведут к отрицательным результатам. Таким образом, нынешняя ситуация индивида объясняется ссылками на действия в его нынешней или в предыдущих жизнях. Карма сама по себе не является наградой и наказанием, но законом, который порождает последствия. Поэтому концепция кармы побуждает каждого человека стремиться к нравственной жизни, проживать нравственную жизнь, а также избегать безнравственной жизни. Значение кармы является строительным блоком этической теории.
Перерождение – фундаментальная концепция индуизма, буддизма, джайнизма и сикхизма, согласно которой все формы жизни проходят цикл реинкарнации, то есть серию рождений и перерождений. Теория кармы и перерождения поднимает множество вопросов. Различные школы индуизма осознали трудности. Несколько школ индуизма полностью отказались от теории кармы и перерождения. Самое раннее ясное обсуждение кармы содержится в Упанишадах. Воистину, человек становится добрым через добрые дела, а злым через злые дела. Начиналось все с вопросов о том, как и почему человек рождается и что происходит после смерти. И в Упанишадах указано: те, кто совершает поверхностные ритуалы и стремится к материальной выгоде, следуют путем своих отцов и возвращаются в другую жизнь. Утверждалось, что те, кто отрекается от них и стремится к духовному знанию, поднимаются на высший путь богов. Именно они разрывают порочный круг и не перерождаются. Со временем различные школы индуизма разработали множество различных определений кармы, некоторые из которых делают карму вполне детерминированной, в то время как другие оставляют место для свободной воли и моральной свободы. Карма и карма-бхава являются фундаментальными понятиями в буддизме, которые объясняют, как наши преднамеренные действия привязывают нас к перерождению в сансаре. А буддийский путь на примере благородного восьмеричного пути показывает нам выход из сансары. Цикл перерождения определяется кармой, буквально действием. Карма-бхава относится к эффекту или результату кармы. В буддийской традиции карма относится к действиям, обусловленным намерением. Действие, совершенное намеренно с помощью тела, речи или разума, которое приводит к будущим последствиям, и как эти преднамеренные действия приводят к перерождению, и как идея перерождения должна быть согласована с доктринами непостоянства и отсутствия «я», это вопрос серьезного философского исследования. В раннем буддизме не разработана четкая теория перерождения и кармы, и доктрина кармы, возможно, была случайной. В раннем буддизме перерождение приписывается страстному желанию или невежеству. Учение Будды о карме не является строго детерминированным. Это не жесткий механический процесс, а гибкий, плавный и динамичный процесс. Не существует установленной линейной зависимости между конкретным действием и его результатом. Кармический эффект поступка определяется не только самим поступком, но также характером человека, совершающего поступок, и обстоятельствами, в которых совершен поступок. Карма-бхава – это не приговор, вынесенный Богом, божеством или другим сверхъестественным существом, которое управляет делами космоса. Скорее всего, карма-бхава – это результат естественного причинно-следственного процесса. В целом, по буддизму все действия и мышления создают карму и таким образом приводят к дальнейшим запутываниям в мире. Цель буддийской практики состоит в том, чтобы перестать создавать карму и таким образом оставить этот цикл. Первым шагом к этому является осознание того, что причина этой привязанности кроется в 3 психических ядах: привязанности или жадности, гневе или ненависти и невежестве или замешательстве. Таким образом, 3 пути к положительной карме – это скромность, непривязанность, доброта и проницательность. В джайнизме карма имеет совершенно иное значение. В джайнизме карма – это тонкая материя, окружающая сознание души. Карма действует как самоподдерживающийся механизм, как естественный универсальный закон, без какой-либо необходимости во внешней сущности для управления.
Джайнизм утверждает, что душа притягивает кармическую материю даже мыслями, а не только действиями. Таким образом, даже думать о ком-то плохо означало бы увеличение плохой кармы и так далее. По этой причине джайнизм делает упор на развитие правильной веры, правильного знания и правильного поведения. Душа освобождается от мирских дел, как только она способна освободиться от кармы. В джайнизме нирвана и мокша используются взаимозаменяемо. Нирвана представляет собой уничтожение всех карм индивидуальной душой, а мокша представляет собой совершенное блаженное состояние, свободное от всех оков. Кармическая теория в джайнизме действует эндогенно. Джайнизм относится ко всем душам одинаково, поскольку он утверждает, что все души обладают одинаковым потенциалом достижения нирваны. Существует 8 видов кармы, которые привязывают душу к сансаре, циклу рождения и смерти. Первая карма – карма, препятствующая знанию. Подобно тому, как вуаль не позволяет увидеть лицо его черты, эта карма не позволяет душе узнать объект вместе с подробностями об этом объекте. Эта карма мешает душе реализовывать свое основное качество – знание. В ее отсутствии душа всеведуща. Существует 5 подтипов данной кармы, которые препятствуют 5 типам знания, таким как чувственное знание, формирующее знание, ясновидение, телепатия и всеведение. Вторая карма – карма, препятствующая восприятию. Эта карма препятствует восприятию объекта, скрывая его. Эта карма мешает душе реализовать свое основное качество – восприятия. В ее отсутствие душа полностью воспринимает все вещества во Вселенной. Существует 9 подтипов этой кармы. 4 из них препятствуют 4 типам восприятия: визуальному восприятию, невизуальному восприятию, ясновидческому восприятию, всеведущему восприятию. Остальные 5 подтипов кармического рабства вызывают 5 видов сна, вызывающих снижение, ослабление сознания: легкий и глубокий сон, сонливость, тяжелую сонливость и хождение во сне. Третья карма – карма, вызывающая ощущения. Эта карма заставляет душу испытывать удовольствие и боль. Блаженство души постоянно нарушается переживаниями внешнего чувственного удовольствия и боли. В отсутствие данной кармы душа испытывает безмятежное блаженство. Есть 2 подтипа этой кармы: приносящая удовольствие и причиняющая боль. 4-я карма – карма заблуждения. Эта карма привлекает душу к объектам, которые она считает благоприятными, в то же время отталкивает ее от объектов, которые она считает неблагоприятными. Это создает в душе иллюзию, что внешние объекты могут воздействовать на нее. Эта карма препятствует неотъемлемому качеству счастья души и мешает душе обрести чистое счастье в самой себе. 5-я карма, определяющая продолжительность жизни. Подобно тому, как заключенный остается в ловушке из железных цепей вокруг его ног, рук и так далее, эта карма удерживает душу в ловушке в определенной жизни или рождении. 6-я карма – карма создания тела. Подобно тому, как художник создает различные картины и дает им разные названия, эта карма дает душам различные типы тел, которые классифицируются на основе различных атрибутов. Именно данная карма определяет тело живого организма, в которое должна войти душа. 7-я карма, определяющая статус. Подобно тому, как гончар делает короткие и высокие горшки, эта карма наделяет тело души низким и высоким социальным статусом. Это создает социальное неравенство, и в ее отсутствие все души равны. Существует 2 подтипа данной кармы: высокий статус и низкий статус. 8-я карма, препятствующая власти. Эта карма мешает душе использовать свою врожденную силу для благотворительности, получения прибыли, наслаждения и силы воли. Это препятствует проявлению основного качества души – бесконечной силы. В ее отсутствии душа обладает бесконечной силой. В сикхизме жизнь подобна полю, на котором наша карма является семенем. Мы собираем именно то, что сеем, ни меньше, ни больше. Этот непогрешимый закон кармы возлагает на каждого ответственность за то, кем он является или кем собирается стать. Дэвид Оуэнби утверждает,
утверждает, что Фаунь-гун отличается от буддизма в определении термина «карма» тем, что карма воспринимается не как процесс награды и наказания, а как исключительно негативное понятие. Фаунь-гун учит, что дух заперт в цикле перерождений, также известном как сансара, из-за накопления кармы. Это негативная черная субстанция, которая накапливается в других измерениях жизнь за жизнью. Фаунь-гун утверждает, что карма является причиной страданий и тем, что в конечном итоге блокирует людей от истины Вселенной и достижения просветления. В то же время карма также является причиной продолжающегося перерождения и страданий человека. Ли говорит, что из-за накопления кармы человеческий дух после смерти будет перевоплощаться снова и снова, пока карма не будет погашена или устранена путем совершенствования, или человек не будет уничтожен из-за совершенных им плохих поступков. Оуэнби рассматривает концепцию кармы как краеугольный камень индивидуального морального поведения Фаунь-гун. По словам Ли, все человеческие существа попали сюда из многих измерений Вселенной. Они больше не соответствовали требованиям закона на своих заданных уровнях во Вселенной и, следовательно, должны были опуститься вниз. Чем тяжелее у человека смертные привязанности, тем дальше он опускается, и спуск продолжается до тех пор, пока он не достигнет состояния обычных человеческих существ. Он говорит, что в глазах высших существ цель человеческой жизни состоит не просто в том, чтобы быть человеком, но в том, чтобы быстро пробудиться на земле в обстановке заблуждения и вернуться. Это то, что они действительно имеют в виду. Они открывают для вас дверь. У тех, кто не вернется, не будет другого выбора, кроме как перевоплотиться, и это будет продолжаться до тех пор, пока они не накопят огромное количество кармы и не будут уничтожены. Карма – важное понятие в даосизме. Каждое деяние отслеживается божествами и духами. Соответствующие награды или возмездие следуют за кармой, точно так же, как тень следует за человеком. Мэри Джо Медоу предполагает, что карма сродни христианским представлениям о грехе и его последствиях. Христианство также учит морали, такой как «пожинай то, что сеешь». В иудаизме есть понятие, которое часто переводится как «мера за меру». Это понятие используется не столько в вопросах права, сколько в вопросах божественного возмездия за действие человека.